Привет, привет, с вами Алена, и у нас наша любимая, наверное, после анихализиса, это ожог с анихализисом. Ну, в общем, все как всегда. Что-то пошло не так. Красила девушка ногти, красила, и потом хоп, и какой-то неприятный бонус случился. И сразу прошу обратить внимание на состояние кутикулы. Но, честно говоря, меня это натолкнуло на мысль, что все-таки у нее есть сложности с аллергией, хотя она и говорила, что вроде как у нее там ничего не чешется, ничего не болит после покрытия, но вот такое состояние кожи вокруг ногтя обычно говорит нам об аллергической реакции. Возможно, не такой сильной, но все-таки она такая немного полопавшаяся и растрескавшаяся. В конце у меня будет тщетная попытка обработать эту кожу, и потом я пойму, что вообще не стоило этого делать, и оставлю все как есть. Поэтому сегодня будет именно зачистка вот таких вот ногтей. Это уже не первый у меня клиент, и я прям выработала уже свою схему, по которой очень удобно зачищать такой анихализис. Это какая-нибудь жестокая твердосплавная фреза. Когда я говорю жестокая, это значит, что она очень грубая, с активными насечками, которые будут прям быстро все это дело спиливать. И как бы странно не выглядело, клиенту на самом деле не больно даже от того, что я прохожусь твердосплавом уже, казалось бы, по ложу. То есть вот сейчас спилен сам ноготь, и уже, получается, мы опиливаем ложу. Вот это огрубевшее, обожженное, ну, в общем, мертвая ложа на самом деле уже. Ну, а история у нее, как всегда, стандартная и до боли банальная. Красила я ногти, красила, и тут в какой-то момент заметила, что что-то под ногтями пошло не так. Ногти стали подниматься и отходить. Мы видим, что они достаточно вверх растущие, и тут я предполагаю, что, скорее всего, проблема была в том, что по истечении времени, ну, после нескольких энного количества числа коррекций, ногтевая пластина чуть истончилась впоследствии, там, допустим, снятия, или, может быть, даже она там что-то сама оторвала, может быть, что-то ей сняли так. Ну, в общем, тут неизвестно, кто прав, кто виноват, мы концов не найдем на самом деле. Но учитывая, что ногти немного трамплинообразные, это значит, что, скорее всего, у мастера была потребность выложить чуть больше материала для того, чтобы выровнять вот эту вот вверх растущую архитектуру. И вот тогда и мог произойти этот самый ожог. Дело в том, что если ногти трамплины, то всегда можно сделать выравнивание в два этапа. То есть первый небольшой с просушкой и второй точно такой же небольшой. И на выходе получится хорошая архитектура, но без огромной вот этой капли ежемоментно. То есть чтобы не было вот этого большого количества материала. Тут, кстати говоря, моя попытка отодвинуть кутикулу, я вот поняла, что с ней что-то не то, поэтому потом в итоге я решила ничего с ней не делать и оставить все как есть, потому что все-таки мы назначили уходовое масло восстанавливающее, и будем с ним работать, пока нам, в принципе, кутикула и не нужна. Сейчас здесь вообще на самом деле не до красоты, и совершенно другие задачи стоят. Также показываю обработку и второго пальчика. Идет она по той же самой схеме. И дальше буду дозачищать еще пилочкой. Ну, то есть то, что осталось, то, что мне уже страшновато спиливать фрезой, я дорабатываю просто одноразовой пилкой. Хотя тут нужно смотреть по состоянию клиента. То есть если он вам говорит нормально, пилим дальше, ну тогда что, пилим. Но, естественно, пилим только ту часть, которая повреждена. Вот, и, конечно, я была вынуждена расстроить эту девочку о том, что, скорее всего, если с ней такое произошло, то, наверное, будет повторение, так называемый рецидив, потому что, как правило, вот эти вот ожоговые, у них все это дело возвращается. Не понимаю пока почему, по какой причине именно постоянно идет возвращение к исходному состоянию, то есть опять у них ожог за ожогом, но обязательно это выясню. Я все-таки скоро еду на обучение и планирую привести порцию свежей и полезной информации. Да-да, я тоже учусь, так же, как и все, я считаю, что учиться просто необходимо. А сейчас вы видите зачистку твердосплавной фрезой уже маленькой, тоже одна из моих любимых фрез. Вот такая вот малышка, которая и под ногтем выпилит, и ожоги нам зачистят. А сейчас я пушером прощупала ногтевое ложе, и как только оно становится мягким, похожим уже на живые ткани, я прекращаю его зачистку. А вот и моя попытка обработать кутикулу, которая закончилась, собственно говоря, провалом. Я поняла, что сейчас, если я дальше буду лезть, ничем хорошим это не закончится. Это на самом деле сложно объяснить, но иногда такое бывает. То есть начинаешь чистить кутикулу и понимаешь, блин, здесь что-то не так. Вот это тот самый случай, когда я понимаю,
поняла, что если я сейчас полезу дальше, что-то будет не совсем правильно. Вот здесь я попыталась срезать, и эта кожа такая, она необычная, она очень сухая, она прям звучит как состриженный ноготь во время среза. И если рубануть чуть дальше, ну, рубануть не совсем правильное слово, в общем, резануть, то тогда может пойти кровь. Вот именно такая кутикула бывает у всех, у кого аллергии, вот эти вот самые дерматиты и так далее. И еще, кстати, сахарный диабет. У них тоже примерно иногда такое состояние. Ну, в общем, это все-таки некие аллергические реакции. А дальше я решила, что больше с кутикулой работать я не буду. Объяснила это все клиенту и стала объяснять, что нужно наносить масло и делать массаж вот такой вот в ростковой зоне для того, чтобы стимулировать рост ногтевой пластины. Еще раз повторяю, мы тут ничего не лечим, мы можем только стимулировать. Мы зачищаем, убираем мертвые ткани, которые нужно обязательно убрать для того, чтобы ногтю было легче расти, чтобы ему было куда толкать. И дальше просто назначаем уход в виде масла, обязательно делаем самомассаж. Ну и наши до-после вот так выглядели пальчики. Ну что, ждем результата. Пока-пока.